Привет, девчонки! Меня зовут Инна. Это ручки моей дочери Ангелины. Делали мы с вами эти ноготочки вместе. Здесь у меня наращивание на типсы. На типсы сверху нанесена камуфлирующая база. На эту базу каучуковую МИИС я наращивала ногти первый раз. Вернее, типсы наращивала первый раз на эту базу. Снимаю старое покрытие елкой с зеленой насечкой. Работаю я ей второй раз. И вот сегодня второй раз она мне понравилась в работе. До этого сколько раз я наращивала девочкам ногти на типсы. Наращивала на другую базу. Каучуковую базу Patricia Nail. Носились ногти с типсами отлично. А вот сегодня почему-то плохо относились. На всех ногтях были отслойки. Не знаю, с чем это связано. Типсы были с Валберис, самые дешевые типсы. И вот новая база МИИС. Не знаю, кто виноват. База или типсы. Или просто Ангелина так ногти относила. Либо я где-то накосячила в работе. Не знаю, в общем, кто виноват. Сначала я хотела сделать коррекцию этих типс. Но потом все-таки дальше приняла решение убрать эти типсы совсем. Тут у меня сломался вообще типс. Надо было взять сразу, убрать все эти типсы и перенарастить заново. Было бы быстрее. Но я же не иду легкими путями. Сама себе всегда усложняю. Ногти, которые сломались, я их решила нарастить также на типсы. Только типсы будут другие сегодня. Я на AliExpress заказала в распродажу типсы. Буду сегодня на них наращивать. База будет та же МИИС, чтобы протестировать, как относятся эти типсы на этой же базе. Маникюр будет аппаратный. Срезаю кутикулу шариком с синей насечкой. Но это шарик не новый, он уже почти красный. Срезалась кутикула у меня в этот раз плохо. По-моему, на каком-то из ногтей я перетру кожу. Шарик забивался, но она каждый день наносит какие-нибудь маски на волосы. Я думаю, вот из-за масок, поэтому так плохо у меня срезается кутикула. Шар забивается. Наношу дегидратор на все ногти.
И сегодня решила использовать еще праймер с липким слоем. Только на отросшую часть. Ну, где сломанные, конечно, полностью на всю поверхность. Хотя там все равно остатки базы, наверное, остались. Вот эти типсы, которые я заказала с AliExpress. Заказала несколько размеров. Заказала несколько разных видов. Форм стоили они недорого. Поэтому я заказала их много. Скоро будет распаковка. Давно я ничего не заказывала на AliExpress. Наверное, год я ничего не заказывала. А тут в распродажу заказала. Немного, но заказала. Не знаю, когда я доберусь до распаковки. Хотела снимать видео хотя бы раз в неделю. В лучшем случае 2 раза в неделю. Но мы тут все приболели и не до съемок мне было. Наношу ту же базу, на которую у меня были нарощены ногти в прошлый раз. Вообще, я изначально говорила Ангелине, давай их уберем и перенарастим, но она не соглашалась. Поэтому я вот сделаю ногти, которые сломались, наращу их на типсы. С типсами я ничего не делала, наношу сразу базу, потому что там контактная зона, она уже матовая, и я думаю, ничего с ними делать не нужно. Ангелина помогает мне, присушивает фонариком, дальше досушиваем в лампе, в основной. Обезжириваю, и они сразу становятся матовыми. Убираю немного длину. Ориентируясь на соседние ногти. Опиливаю типсы, свободный край и поверхность. И эти типсы какие-то немного другие. У меня есть типсы с AliExpress и с Валберес. И вот эти также с AliExpress я купила. И они при опиле какие-то немного другие. Отличаются от тех, что есть у меня. Сравнила длину ногтей с другой рукой, и оказалось, что на этой руке у меня ногти длиннее. Фрезою кутикулы ступеньку уберу, и с боков тоже немного. Те ногти, на которых типсы остались на месте, я решила их укрепить с помощью верхних форм и геля. Гель Зина я вам показала там в начале. Цвет Cover Dark, по-моему.
Прикладываю к ногтю и сильно не прижимаю. Ангелина также мне помогает фонариком присушить. Переворачиваю, посмотрю с внутренней стороны, что у меня там. Так я сделаю со всеми теми ногтями, которые остались живы. Но результат мне не понравится. И на следующий день мы будем переделывать эти ногти, которые я верхними формами укрепила, выровняла, укрепила. Сверху смотришь, вроде бы получилось красиво. Но когда сбоку смотришь, они получились у меня взлетными. Также те ногти, которые я нарастила сегодня на типсы, я тоже укрепляю этим же гелем. Кисть сегодня использую новую, которая была у меня в последней распаковке с Валберис. Вот эта кисть мне понравилась. 4 мм у нее длина ворса. А которая 6 мм, она мне показалась длинноватая для геля. Только если полигель, акригель ей разглаживать. Попробую. А вот для геля показалась она мне длинноватой. Снимаю типсы. Здесь, смотрю, у меня как-то совсем он тонкий получился. Ну и когда вот так вот делаешь, с внутренней стороны лично мне было неудобно выпиливать этот ноготь. Лучше бы я их срезала и перенарастила на типсы, либо вот сделала также с помощью верхних форм, но надо было свободный край все-таки убрать. Это мы уже с ней сели на следующий день. Длину я убрала, все убрала. Полностью ноготь освободила и делаю также наращивание на типсы, на те же типсы. В общем, сделала двойную работу. Ну, тут и Ангелина у меня не соглашалась их перенарастить сразу. И я намудрила с этими верхними формами. И ничего сложного у нас не будет. Будет стемпинг, 2 разных рисунка с одной пластины. Кстати, пластина тоже новая. Она мне пришла с AliExpress. Рисунок на весь ноготь черным лаком для стемпинга. Те рисунки, которые выбрала Ангелина, я отпечатываю. Дала лаку для стемпинга немного подсохнуть и перекрываю топом без липкого слоя. Топ это Miss Expert, свежий новый топ. В следующем видео посмотрим, как относятся эти типсы на той же базе. Если будет все плохо, то, наверное, да, наверное, виновата база все-таки. И буду пробовать тогда уже, не пробовать, вернее, а крепить типсы, клеить типсы на проверенную уже базу, а не на новую. Не экспериментировать. Остается нам убрать лак с кожи. Убираю я его средством для снятия лака. И все. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. И пока.